Охо-хо. Ой. Да, тут мрачновато на самом деле. Муцеры, приветствую, с вами Сэр Холмс. Продолжаю Morrowind Tamriel Rebuild. Я нахожусь, собственно, на континенте. У нас сегодня путь еще немного ляжет на север. Хотя нет, наверное, лукавлю. Вряд ли сегодня прямо, может быть, в следующем эпизоде или, может быть, в следующем за следующим, потому что на повестке дня, на самом деле, Кемелзе. Знаменитые руины. Рад до них добраться. Я еще давненько читал книжку, и она меня впечатлила, да, одноименную подсказочку оставлю для вас. Озвучил ее вот буквально перед этой серией. Вот. На север двинусь, да, потом в планах посетить... Что тут у нас? Водопады Баэти. И где-то еще на восток от Хелнима и на запад от Тель-Матривары, Тель-Матривры, то есть, есть еще одно место для паломничества. Вот где-то здесь по описанию находится где-то в горных тропах между Хелнимом и Тель-Матриврой. То есть я планирую сначала найти вот это вот нечто, потом Баэтийские водопады, а потом двинусь опять на юг по другим квестам. Вот в Хелним я, наверное, пока не буду действительно соваться, потому как земли Тилвани собираются претерпеть изменения уже вот-вот. Разработчики Tamriel Rebuild хотят их довести, так сказать, до нужных наполненности контентом. Вот, ну да, пока у нас Кемелзе, и еще я тут обнаружил, что в этой таверне в Мороге есть карточная игра. Это что-то вроде... Что-то вроде солитера. Давайте попробуем. Что-то вроде солитера. То есть можно... Вот у них есть разная ценность от 1 до 6. Единичку можно убирать сюда. Двойки можно класть на тройки и так далее. Давайте попробуем. Вот я хочу положить сюда, например, двойку. И тогда я смогу открыть новую карту. Где-то 4. А я могу их хватать? О, смотрите. А, нет, не могу. Могу только переносить одинаковые. Ну, как в солитере вроде так же. Я не играл 100 лет в солитер. Мне кажется, я сейчас проиграю. Так. О, вот это... А, нет, это Ридаран. Watchman. Алхимик. Так, 6, да? Ну вот, например, это можно убрать сюда. А, нет, тут, похоже, 5 карт можно, да, одновременно максимум только. Ну, пока не вижу вариантов. Давай еще. О, вот это можно убрать. Куртизанка из дома. А, наемник Хлаалу, ничего себе. Они, похоже, еще троллят друг друга. Так, вот это можно. Что такое-то? А. Или я не въехал немного. Я думал, что 5 можно положить на 6. Может, наоборот? А вот это можно убрать. Пепельный адепт. Телвани. Так, 4. Если... Ну вот, например, это можно убрать сюда точно, да? 2 можно брать на 3. Ну что мне это дает? 4 на 5. Не, все-таки 6 в ряд можно.
Но я, по-моему, тут проиграл уже. Ничего не понимаю. Хм. А есть двойка? Нет. Ну все, короче, это проигрыш. Давайте еще раз. Вот это занимательно. Вот это можно сразу убрать, эту карту открыть, еще ее сразу убрать. Вот это как-то уже поудачней складывается. Так, вот эту можно сюда. И... Еще тройки есть? Нет. Шестерки. Пятерки. Вот есть пятерка. Ну, может, это у меня не совсем правильная тактика, я не знаю. Вот это странно, почему я не могу положить карты одинаковых цветов друг на друга? Что-то я не так делаю. Или не так понял. Или игру переделали уже с тех пор, как я нашел какие-то по ней. Так... А, вот это можно убрать. О. Какие-то гайдики. Так, тройку на четверку. Так. Серая четверка. Так, шестерка, да? Все еще не могу. Тройку. Ну, похоже, наоборот, нельзя стакать одинаково. Я не понимаю, я точно видосик находил на ютубе, где чувак стакал одинаковый. А может, я не так что-то делаю? Что-то нажимать надо, не другое. Так, ладно, я хочу убрать вот это просто отсюда. Угу. Шестерки можно класть на свободные, да? Так, пятерка. Это я сюда переложил, наверное. Кстати, зеленая тройка у меня есть, нет? Синяя двойка. Единичек тоже нет, но они все вот в этих вот колодах, да, неразданных. Мне почему-то кажется, что слишком большие, не следует составлять колоды. Вот как-то так, да? Я бы еще вот так сделал. Давай. Единички есть? О, есть. Так, свободных полей пока нет. Вот это можно убрать. Вот эту четверку еще можно убрать. Вот эту двойку. Вот эту двойку бы еще убрать. У меня нет свободных полей, да?
могу себе организовать свободное поле. Так вот. Отлично. Сейчас бы мне двойку. Так, пятерка, да? Четверки нет. Двойки такой нет. Вот такой тройки. Нет. Так, шестерки, шестерки. Тут пятерка. Так, вот на эту четверку что-нибудь положить. Хм. Я не могу их вместе брать. Интересно, да, они, похоже, изменили действительно правила игры несколько. Брать бы эту сейчас четверку отсюда. Мне нужна другая свободная пятерка тогда. Вот эту я, наверное, слишком многого хочу. Сюзерен Дресс. Куда б тебя? Как бы тебя пристроить на свободное место? Вот вместо этой четверки в идеале. Или вместо этой пятерки. Ну-ка, вот так, если сделать. О, Сюзерен Дресс тогда идет на свободное место. То есть, да, похоже, что не совсем солитер все-таки у нас. А вот эту четверку тоже бы куда-нибудь пристроить. А, вот эту можно убрать туда вообще. Так. Нет, так не получится. А, вот сюда. Это убираем, и это сюда. Отлично. Блин, не хочется слить мне эту партию уже. Все, уже азарт. Тут особо ничего не поделаешь, да? Четверки такой у меня нет. Пятерки такой тоже нет. Двойки синих. Дресс тоже нет. Мне не нравится, ну хотя... Ладно, давайте. Так, это сразу убираем. Это сразу убираем. О, эти появились у нас. Ридаранская первая. Вот сюда. Это убираем. Надсмотрщик Дресс сюда идет. Чаптил Дресс идет сюда. Так, ну в принципе тут все раскладывается, да, нормально. Пятерочки на шестерочках у меня. О. Вы выиграли. Расчистить? Да, круто. Прям горд собой, справился с этим. Отлично. Сцефалопода, да, говорите, у него броня?
Телванцы, прям телванцы. Да, я тут между эпизодами. Сейчас ведь у нас вечер уже, да? Я до 3 часов ночи играл в карты. Какой ужас. Да, тут я уже ужинал и даже винишко себе приобрел. А поспать тут, похоже, негде. Ладно, ладно, раз такие дела, пойду спать на природу. Собственно, где-нибудь в дикой местности перед руинами Кемелзе. Вот, и здесь можно, я так понимаю, подняться к руинам. Вот это дорога в цивилизацию, а это к руинам. И что мы тут видим? Опасность. Не соваться, да? Ну да, как-то тут... О, прекрасное, по-моему, местечко, чтобы прикорнуть. Пшеница растет тут. Да, 4 часа хотя бы. О. Надо осмотреться сначала. О, вот это высота. Круто. Чуть ли не весь Варденфелл, видать, отсюда. Регион побережья Азуры, кстати. Это считается им. Слушайте, да, здесь... Кораблям ходить тяжеловато, конечно, да. Вау. Вот это виды. Так, ну ладно. Виды видами, а что тут еще можно куда? Не навернуться бы. Ну, знаете, заодно интересно проверить, насколько будут совпадать сами экстерьеры и интерьеры этих руин с описанием в книге одноименной «Развалины Кемелзе». Кто-то там вон что-то делает. Может, какие-то отсылки, кстати, будут найдены на события из книги. Может быть, того самого Центуриона даже найдем. Мне еще нравится, как вот эти вот купола лежат прямо в море. Свалившиеся туда. Вот там, наверное, где-то место моего паломничества. Ладно, это мы потом уже. Все. Здравствуйте. А что тут у вас происходит? Повытаскивали две шкафы тут. Неужто тут еще есть чего грабить? Курий-терий. Курустериус. Терий. Курустерий, короче, так буду тебя называть. Меня зовут Курустерий. Я помогаю сыну Флавия. Флавий? В этих руинах.
Мне сейчас интересно, а наш Флавий не в честь ли этого Флавия был назван? Ну, не прямо сейчас, очевидно. Сын Флавия. Флавий не знал, что у тебя есть сын. Где бы они ни могли быть... Ну, чем бы они ни были, эти руины действительно очень впечатляют. Я имею в виду, ты можешь представить, чтобы империя построила что-то вроде этого? Я всего лишь один из парней, которые помогают Дарану Флавию в этих руинах. А я сейчас на перерыве. Если слишком долго находиться в этом месте, что-то начинает происходить с твоей головой. А кто такой Даран Флавий? Босс внутри руин. Где-то там он находится. Ох, интересно. Наконец-то я познакомлюсь с Флавием лично. Маленький совет. Не проводи слишком много времени за раз в этих руинах. Как-то не по себе в них становится. Ну и тем более еще, если ты так под землей загнан куда-то. Без возможности выбраться, да? Выйди наружу, глотни воздуха. Вернись назад к реальности. И делай это на регулярной основе. Вот это то, чем я сейчас и занимаюсь. Что-то в этом месте вызывает у меня мурашки. Интересно. Даже какие-то орнаменты на двери, интересно. Вот, кстати, я сейчас вспомнил, что в книге говорилось о каких-то... И у нас сразу, смотрите, разветвление просто. На 6 проходов, да? Окей, здесь мы предположим тупик. На 5, окей. Жесть. Лабиринты. Ну, вообще, ладно, надо довести мысль до конца, хоть я уже заблудился. Это выход, да? Это выход. Где-то в одной из комнат экспедиция Нордсена нашла какие-то типа фресок, изображения, похожие на медиума или чего-то подобного. Вот. Мыслеологически имеет смысл сначала исследовать верхние части помещений. Так, ничего нет, конечно же, логично. Потому что они наверняка приведут куда-то в места уже исследованные. Ну, и... Да, действительно куда-то приведут, потому что наверх у нас уходят башни. И, собственно, дальше этих башен построить интерьеры не представлялось возможным. Так, ну вот, уже несколько проходов, по сути, я исследовал. Давай глянем сюда. Проход Скоробея. Это ведет в другой интерьер, пока не буду туда лезть. Это ведет вниз, прям вниз-вниз. Давайте тогда схожу сюда сначала. Это, знаете, похоже на лифт. Конечно же, все залутано. Бзнч. Эта дверь ведет в какой-то бзнч. Так, здесь тупик тоже. Да, это будет неплохим тестом моей способности ориентироваться на местности. О, это не Флавий ли у нас тут? Работяги тут с местной выпивкой. Очередная экспедиция, да?
Нет, это Маркус Таберн. Марк Таберн. Да, я немного ранен, но это ничего. Ай, там! Не выпрыгивай вот так из темноты на людей. Ты напугал меня. Кто ты вообще? Ну, давай знакомиться, а ты кто? А? Я Марк Таберн, один из компаньонов Даррена Флавия. А это наша старая база. Откуда мы продвигаемся глубже в руины. Я тут просто прибирался. А если ты ищешь босса, наша новая база находится в большой палате. Неподалеку отсюда. Дзуран. По-моему, так нам сказали, это называется. Чамбер — это помещение еще. Можно так сказать. Чтобы туда добраться, выходи из этой комнаты и поворачивай направо в большом коридоре. Продолжай двигаться туда, вниз по ступеням, и потом поверни направо. Ну, я уже запутался. Вниз на второй пролет ступеней. Пройди через двери там и иди прямо мимо... Нет, прямо по большому коридору, в который попадешь. Оно прям там. Очень понятно, спасибо. Давай заново. Так, выйди из комнаты, поверни направо в большой коридор, пройди по нему, вниз по ступеням, потом поверни направо. Еще один лестничный пролет. Направляйся через двери, которые найдешь там, и иди прямо по большому коридору. Короче, 2 раза повернуть направо, спуститься 2 раза по ступенькам, да? Спасибо. Что посоветуешь, а? Я не очень-то силен в советах, Холмс. А чем занимаешься? Я боец. Я помогаю Даррену пробираться через эти руины в сохранности. Вот и все. Понятно. Мне, наверное, надо переодеться уже. Хотя нет, пока что тут обжитые помещения. Так, подожди, поверни на... Что-то уже не сходится. Наверное, вот так он имеет в виду. Поверни направо. Иди по вот этому коридору. Вот, наверное, сюда. Нет, подожди. Бзынь, что-то не то. Что-то меня как-то он дезориентировал. Так, ну с другой стороны, здесь я все исследовал. Прям уже все. Странно, что эти проходы еще не отмечаются на карте, которые ведут к каким-то другим, как бы локациям. Ну-ка еще раз, куда идти? Выйди из этой комнаты, поверни направо в большой коридор. Продолжай двигаться по нему, вниз по ступенькам, потом поверни направо. Вот это он имеет в виду вниз по второму пролету лестничному, да? Дзуран. Пройди через двери. Ну, слушай, наверное, он имел в виду, что надо пройти в Бзынч сначала. То есть вот. Иду по ступенькам вниз, поворачиваю направо, прохожу через дверь, оказываюсь в Бзынче. Ой. Да, такого я уже не ожидал. Шикарно. Тут даже какие-то, похоже, надписи на полу. Вот, слушайте, большой коридор. Вон, нашел. Удивительно. Слушайте, не нравятся мне эти плиты.
Ох-хо-хо. Слушайте, а действительно... Разработчики там Real Rebuild переделывают KMLZ сейчас. Ну, не знаю. Раз уж я сюда пришел, я исследую то, что сейчас есть тут. Потом еще вернусь. Надо будет отдельный сейф сделать. Вау. Хм. Этому Центуриону не поздоровилось. О. Вот это самые новые разработки Двемеров. Вот тут какой-то заваленный проход. Ну, я вспоминаю, что в книге упоминалось, что некоторые заваленные проходы просто перекрывают какие-то альтернативные проходы. И к заваленным местам можно добраться через другие коридоры. Вот, похож на Флавия. А, вот Флавия. А это его, видимо. Привет, привет. Да заживет все само. Добро пожаловать, агент. Только посмотри на великолепие этого зала. Не правда ли он величественный? Какое удивительное место. Да, это я. Расскажи о себе. Я Даран Флавий, сын губернатора Хелнима. Кантумония Флавия. Я... нахожусь в чем-то вроде археологической экспедиции, наверное. Хотя он при этом говорит, что я здесь осматриваю просто руины KMLZ. Ну, как турист, да, что-то не прямо археологическое. Но... миссия общества здесь полностью забита. Или... наверное, мест нет свободных в обществе, да? Это, видимо, археологическое общество имеется в виду. Поэтому я не могу помочь им, как я обычно это делаю. Но они позволяют мне осматриваться здесь. На случай, если они что-то упустят в первую очередь. KMLZ. Кто вообще мог бы захотеть быть где-то еще? Какое великолепное место. Магическое место. С ее отсылками сразу к древним Двемерам и легендарным археологам, таким как Нордсен. Вот как раз его книгу я и читал. Он написал развалины KMLZ, Нордсен. Расскажи еще о себе. Афиционадо. Я афиционадо археологии. Что такое афиционадо? Ну, может быть, что-то вроде мецената. И я провожу свое время в помощи имперскому археологическому сообществу в их раскопках. Ну, как бы то ни было, сегодня я провожу просто некоторые личные исследования этих руин. Давайте будем думать, что он меценат. А кто тут еще есть, кроме тебя? Подумать только. Великий Двемерский король ходил однажды по этим залам. Не правда ли это честь находиться здесь? Ну вот, кстати, я, пожалуй, разделяю твою страсть к Двемерам.
Рад найти единомышленника. Тем более имперца предприимчивого. Может, чего-то да выяснится здесь еще интересного. Совет, может, какой дашь? Друг, когда обсуждаешь Двемеров, будь уверен... убедись... Короче, постарайся не попасть в ловушку. Многих моих соотечественников и не назови их гномами. Это будет очень глупо. И это воистину показывает твое невежество, если ты так делаешь. Ну да, да, я-то знаю. Секрет какой, может, интересный. Видишь эту большую машину вон там? Я думаю, что это, скорее всего, было чем-то вроде нагревательным приспособлением для обогрева. И по большей мере за счет того, что в ней внутри находится расплавленный камень. Слухи? Ну, у меня не было времени особо сверяться с тем, что происходит снаружи, Холмс. Сейчас я полностью сконцентрирован на моей работе здесь. Ну, рад за тебя. А ты что думаешь, дружище Данмер? Эй, привет, Аргонянин. Я не думаю, что ты один из компаньонов Дарана, не так ли? Ну да, тебя как звать? Я именно Слатрил. Просто парень из Морога. Я помогаю этим приятным джентльменам в их работе в руинах. За приличную плату, конечно. Да, Флавий, да, тут у вас? Да, он... Я у него под началом. И сейчас я провожу для него определенного рода тур. Окей. Как многие в Мороге, я зарабатываю на жизнь как гид по этим... для этих прости, экспедиций для этих туристов. Припухли туристы. Чё про Кемелде расскажешь? Эти руины всегда были хорошим источником дохода для многих людей в Мороге. Сейчас все иначе. Нет, наоборот. Сейчас ничего особо не поменялось даже после всех этих столетий. Совет какой? Не отходи куда-то в одиночестве в потенциально опасных руинах. Знай свою меру. Понятно. Секрет? Но если хорошо знаешь эти руины, ты можешь найти некоторые интересные места, не подвергая себя особой опасности. Может, кто что из товарищей Дарана расскажет чего-нибудь. Вот Дурус, например. Так. Один из команды Дарана. Мои молотки разломают любую машину, которая встанет у нас на пути. Не волнуйся. Понятно, тоже боец. Да, воин. Я помогаю этой экспедиции сломлять любое сопротивление, которое становится... Понятно, понятно. Я понял уже. Совет. Если есть какая-то вещь, которая останавливает большинство врагов, это массивный боевой молот в их лицо. Не полагайся на трусливые заклинания и всякие хитрости, чтобы они сделали работу за тебя, понятно. Никаких секретов. Я простой парень. Ну, конечно же, какие книги я тут мог еще найти? Развалины Кемелзе. Джулиан Аронти. Аронт.
Блин, не знаю. Забываю я, как эти правила чтения латинских имен. Ну, можно не париться, и так как у нас локализаторы это все таки перевели, читать это просто Джулиан Аронтус. Вот. Ну, короче, тех, кого знаю, как правильно читать, буду читать правильно. Кого не знаю, буду читать по-1С-овски. Я Джулиан Аронтус, персональный телохранитель Дорана Флавия. Я всегда сопровождаю его в опасных приключениях. И это не является исключением. Понятно. Тут ничего интересного. Чтоб ни царапинки у него не было. Понятно. Совет. Я свои слова сохраняю для Дорана. Нет у меня времени на болтовню, понятно. Нагревательная машина, да? Круто выглядит. Ну, лава. Ну-ка, может, тут что найду? Вряд ли, конечно. До меня наверняка кто-то додумался поприменять тут. Эти были самоходными тоже, да, штуки? Поприменять левитацию. Он действительно там. Лава тоже. Так, хорошо. Это интересное место тоже. Так, один Центурион уже получил тут, да, свое? Это похоже на складское помещение какое-то. Да, конечно. Для обычного жителя поверхности тут как-то неуютненько весьма, по-моему. Эти вентиляторы даже на картах отмечены. Не пролезть тут. Тут я и не вижу особо ничего интересного. Тут вряд ли какой-то есть проход. Хотя в теории может быть направо туда. Да, как тут такой полуторный этаж получается. Ладненько. Долго действует мое зелье кошачьего глаза, кстати, приятно. Так, пришел я отсюда. Тут что-то может быть. В таких местах по-любому нужно почаще пользоваться левитацией. Учитывая, что их действительно тут лутали столетиями уже. Да, такие обширные залы. Я и правда не могу вспомнить ничего даже близко похожего на Варденфеле. И в любых, в принципе, двемирских руинах, в которых я бывал ранее.
Ой. Да, тут мрачновато на самом деле. Вот знаете, так куда приятнее все выглядит. Пожалуй, не буду пользоваться. Вот ману надо восстановить, это да. Какой-нибудь призвать. Харизму укрепил. О, круто, круто, круто. Повышаем навык. Довольно долго действует восстановление маны, так что... Ладно, это уже было лишним. Так, подожди. Тут у нас ведет в другое помещение путь. А тут у нас еще что-то есть. Да, так, куда атмосфернее без кошачьего глаза тут? Опа, рычаг. Ты работаешь? О, чудесно. Спасибо. И что тут делать можно теперь? Ничего? Ничего, прекрасно. Все разграблено. Можно было бы тоже проводника нанять. Так было бы интереснее, чем самому лазить. В какой-то мере даже, я думаю. Вообще надо было хп восстанавливать. Ну ладно. Наверное, пора переодеваться уже в что-то более боевое. Так. Так, ну здесь я особо интересного ничего не вижу. Наверное, это повод сунуться вот в другое помещение теперь. Это похоже на трон, но это не трон. Зачем тут лестницы? Что они тут делали? Кстати, наверное, надпись какая-то на двемерском. Кто-то знает двемерский? Что написано? Тут они так повсюду, эти надписи. Наверняка еще значат что-то. Ага. Что-нибудь есть? Ни черта. Ну, я понимаю, что какой-то береголом. Стена береголом. Береголомная стена. Понимаю, что перед разработчиками стояла такая нетривиальная задача воссоздать руины, которые уже столетиями лутали. О, монетка двемерская. Вот что-то. Которые лутали столетиями. То есть они должны быть пустыми в какой-то степени, но и интересными при этом. Вот, учитывая, что KMLZ это довольно старая еще разработка TML Rebuild, да, старых релизов. Тут может быть и пустенько все довольно. Еще другое помещение. Туда пока не хочу влезть. А тут действительно еще есть проходы всякие заваленные. Наверное, это один и тот же проход. И этот что-то другое. Вот туда, наверное, сходить имеет смысл.
Вау. Выглядит впечатляюще. И знаете, это хороший повод закруглиться пока что. Я не питал даже надежд исследовать Кемелзе полностью за один эпизод. Я не удивлюсь, если это на несколько эпизодов растянется, так что жадничать не буду. И вот это вот все интересно исследуем уже в следующем эпизоде. Вот, друзья, спасибо, что были со мной. Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Вам спасибо за лайки, подписки, комментарии. Да, пока-пока. До встречи в следующем эпизоде. Кемелзе.